дорогие друзья! Меня зовут Светлана, я живу в Индии, в городе Дели. Рада приветствовать вас на своем канале «Индия. События из первых уст». Очень много информации появилось в последнее время про черный грибок или черную плесень в Индии, мукормикоз. Распространяют различные статьи, даже о том, что в Индии идет эпидемия мукормикоза. Ужасные фото с ужасными прогнившими глазами и носом, фото после операции по удалению этих органов и многое другое. Однако смею вас заверить, что это очередная страшилка из серии «Кто не боится ковидлы, мы напугаем грибком». Случаи заболевания действительно существуют. Случаи тяжелые и смертельные также. Но давайте я поясню, почему и по какой причине. Врачи Индии утверждают, что болезнь распространилась в связи с неправильным лечением больных, страдающих модным заболеванием, которые страдают диабетом. Им были назначены стероиды для лечения модного заболевания, которые в свою очередь и привели к образованию черного грибка. Указывается, что именно больные сахарным диабетом, у которых уровень сахара выше 70-80%, принимающие стероиды, в основном и жалуются на черный грибок. А что такое стероиды? Стероиды снимают воспаление легких и не дают иммунной системе причинить дополнительный вред организму, когда она избыточно реагирует на заболевание. Но одновременно стероиды снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови. Диабет же снимает защитную способность организма. Модного заболевания усугубляет этот процесс, и стероиды потом, помогающие бороться с этим модным заболеванием, они подливают масло в огонь, говорит доктор Наир, работающий в Мумбаи и наблюдавший около 40 пациентов с этим заболеванием. Очень важно контролировать уровень сахара в крови и дозы стероидов при модном заболевании, назначаемые врачом. Если их не диагностировать на ранней стадии и игнорировать, это может опасно повлиять на глаза и мозг. Многие люди принимают стероиды от модного заболевания дома, без консультации врача. И теперь страдают этим заболеванием. Грибок, обнаруженный в легких, влияет на синезис и может повлечь за собой страшные последствия. Грибок не передается от человека к человеку или от животного к человеку. Вторая причина появления этого заболевания – это халатность врачей и их непрофессионализм, а также несоблюдение мер гигиены при использовании больными кислородных баллонов с масками. Распространение идет именно массово в больницах. Почему? Кислородный баллон, к которому крепится емкость с водой, снабжен трубкой и маской, через которую пациент дышит. Если у этого пациента уже есть грибок, при вдыхании в эту маску воздуха споры его попадают в емкость с водой, проходя также по трубке и оседая на стенках трубки и на самой маске. При большом потоке пациентов эти маски с трубками не обрабатываются должным образом санитарами в больницах, а передаются от пациента к пациенту в цепочке. Вода, прикрепленная к баллону, также не меняется, хотя должна быть дистиллированная, а не водопроводная вода, и должна тоже каждый раз меняться после каждого пациента. Вследствие чего инфекция передается от человека к человеку, передавая тем самым не только грибок, но и, возможно, различные другие инфекции, вирусы и бактерии, которыми страдают люди. Незнание, нежелание потрудиться как следует обработать аксессуары после каждого больного является самой большой причиной распространения этой болезни. Естественно, помимо первой причины. Теперь немного о симптомах этого заболевания. Наиболее часто признаками болезни являются инвазивные некротические поражения глаз и на небе, вызывающие боль и лихорадку, выделение из носа. Заболевания могут сопровождаться со стороны центральной нервной системы, легочные симптомы, которые
могут проявляться сильным кашлем, одышкой и температурой. Инфекция может возникнуть у пациентов с сильно ослабленным иммунитетом, а диагноз подтверждается взятием проб и лабораторным исследованием. Лечение на ранней стадии внутривенно специальными препаратами. В стадии разрушения тканей это хирургическое вмешательство по удалению некротической ткани. Когда наблюдается первичное поражение кожи, легких или желудочно-кишечного тракта, может произойти передача через кровь другим органам, ну и тканям также. Инфекция кожи, если споры попали на открытый участок раны, развивается под герметически плотной повязкой. Но чаще является следствием травмы, когда травмированная область загрязнены почвой, содержащей споры грибка. В общем, как это может происходить при стихийных бедствиях или в результате повреждения, связанного с боевыми действиями. Риноцеребральный мукормикоз обычно тяжелый и часто смертельный, если его не диагностировать на ранних этапах и не лечить активно. Некротические поражения могут привести к прогрессивному некрозу тканей. Это когда ткань начинает гнить. Поражение носовой перегородки, глазниц, неба и окружающей ткани и органов. В общем, что может привести к потере органов и даже к летальному исходу. А поражение головного мозга может привести к приступам афазии и гемоплегии. Легочный мукормикоз протекает с симптомами продуктивного кашля, высокой температурой и одышкой. Диагностика этого заболевания при компьютерной томографии часто не выявляет этого разрушения в костях. В общем, предупреждение и лечение. Контроль сопутствующего состояния, санитария и гигиена при использовании медицинского оборудования, инструментов, хирургическая обработка раны, липидные лекарственные формы, противогрибковые препараты, назначаемые врачом. Власти Индии утверждают, что никакой большой вспышки мукормикоза нет, но со всех концов страны находятся пациенты с этим заболеванием. Этот штамм вируса очень вирулентен, что сильно повышает уровень сахара в крови у больных. И, как ни странно, в общем, поражает он очень много молодых людей, говорит доктор Хегге. Бояться не стоит, друзья. Я вам рассказала причины и следствия, какие могут возникнуть при этом заболевании. Так что не так страшен черт, как его малюют. Меньше читайте новости об этом страшном заболевании, меньше реагируйте на это. Будьте всегда здоровы, будьте всегда в хорошем настроении. Конечно же, принимайте меры предосторожности во всем. Желаю вам хорошего вечера, дня, утра, хорошего настроения и всегда будьте здоровы. Скоро увидимся.